Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Гондурас, он был в составе Мексиканской империи. Когда испанцы по факту ушли, то есть была Мексиканская империя, которая там доходила до Коста-Рики, заканчивалась. Захватывала юг США и там до Коста-Рики. Когда я вернулся в Гондурас в возрасте 17 лет, испанский у меня был очень слабый. Меня даже удивляет, что гондурасец уезжает, например, в Россию учиться, потому что это такая далекая страна, большой барьер языка. Менталитет другой, вообще все другое. Климат, язык, местонахождение, я думаю, далеко. Россия не самая привлекательная страна для гондурасцев. В Гондурасе намного больше верующих, именно религиозных людей. Колымец в Гондурасе, чем гондурасец в Колыме. Больше процент наркотиков, которые из Южной Америки проходит на север, больше процент проходит через Гондурас. Я могу сказать лично, что меня привлекает больше из Гондураса, и климат – одно из первых дел. Я очень люблю тропик, я очень люблю теплые страны, люди. Насколько я знаю, да, преступность, которой я был жертвой, да, но это такая малая преступность. То есть они что, хотят деньги, телефон и все? Да, твои принадлежности. Или вещи тоже? Вещи. Один раз меня без кроссовок отправили домой. Гондурас – бедная страна. Откуда здесь преступность? У доброго народа. Ну, как-никак, преступность, она, наверное, во всех странах можно найти преступность, да, и однозначно… Гондурас именно называют очень криминальной страной все-таки. Во-первых, я не хотел уезжать из Гондураса. Ну тогда смысл в этот район заселяться. Думаешь, сэкономишь там на жилье, начнешь жить и будешь выходить из дома, тебя будут обворовывать каждое утро. Я не думаю, что прям так каждый день или обязательно тебя могут обворовать. Но именно в тот момент, когда зарплату получил, да? Идешь домой с зарплатой, бах, и все. Лучше не доходить с зарплаты, однозначно. К сожалению, я думаю, человеческий фактор больше всего влияет на то, чтобы Гондурас не был такой развитой страной, как могло бы быть. И мне бы хотелось бы когда-нибудь видеть в нашей стране. Всем привет! Это Гондурас, и мы встретились с Максимом. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали! Первый вопрос, Максим. Что ты делаешь в Гондурасе и почему Гондурас? Что я делаю? Ну, здесь я живу. Ты здесь родился? Я здесь родился. У меня отец гондурасец, мама русская. Папа уехал во времена Советского Союза учиться в Москву. Познакомился с моей мамой. Поженились. Вернулись в Гондурас вместе, не вместе, мама пару лет спустя. И здесь родился сначала моя сестра, у меня старшая сестра, и потом я. Вот. И таким образом половину русский, половину гондурасец. Ты жил в России? Да, мне пришлось в возрасте 9 лет. К сожалению, мои родители расстались, и мама решила вернуться. Таким образом, я уехал в 1999 году и вернулся в 2007. Я 8 лет жил в России, 4 года жил в одном городе, называется Нижнекамск, 4 года в Казани.
Мама моя и сестра живут в Казани. И еще племянник у меня есть. Ты закончил 11 классов в России? Да, ровно я закончил. Я помню, я уехал, учился я в 4 классе, начал учиться. Закончил 11 класс. 2 недели спустя, как получил я свой аттестат, я уже находился в Гондурасе. Но я и сделал все нужное, чтобы учиться в университете в Казани. Я помню, я делал экзамен ЕГЭ, да, который знаменитый, поступил в химфак, но, к сожалению, до начала учебы в университете я уже находился здесь, в Гондурасе. То есть тебя уже в институт взяли? Я поступил, да. Я поступил. Ну, процесс я не могу сказать, не помню точно, если окончился весь, но я помню, что подал все документы, я все экзамены нужно сделал. Я должен был начать учиться в сентябре, но я в июле уже находился здесь. А что такое случилось, что ты покинул резко так Россию и не захотел больше там жить? На самом деле это не резко было. На самом деле, если честно сказать, я, по крайней мере, насколько я помню, во-первых, я не хотел уезжать из Гондураса. И находясь в России, я всегда хотел вернуться, на самом деле. То есть я помню разговор с моей мамой и с папой. Я им говорил, я хочу вернуться. И мне дали выбор, когда я закончил школу как раз, ну, до того, как школа закончилась. Я помню еще где-то в январе, феврале, наверное, разговор начался. Мне мама сказала: Максим, если ты на самом деле хочешь вернуться в Гондурас, после окончания школы, думаю, хороший момент. И поэтому я уже знал наперед, до того, как закончу школу, что я буду возвращаться в свою страну. Не пожалел, когда вернулся? В тот момент однозначно не пожалел. И сейчас уже тоже очень сложно сожалеть. Да? Это ведь... А в какой момент ты стал об этом думать, как-то переживать, что, возможно, было бы там лучше? Наверное, я уже об этом задумался постарше. Мне сейчас 35 лет. Я думаю, где-то в 30 лет я уже стал думать, может быть, стоило, например, закончить университет сначала там. Я еще очень серьезно спортом занимался, так что тоже, я думаю, если бы я хорошо бы знал обстановки, связанные со спортом, может быть, я бы пару лет еще бы там остался, но очень сложно сказать, что было бы лучше, что было бы худше, потому что уже столько времени прошло, и к тому же очень много хороших вещей связано с моим возвратом в Гондурас, в моей жизни личной, так что я просто задумывался о тех вещах, которые, наверное, молодым не задумывался, о своей профессии, говоря про спортивную карьеру, если бы у меня была бы какая-нибудь серьезная, какие возможности бы открылись из России, какие они из Гондураса, но сожалеть я не сожалею никогда, и я не думаю, что я буду когда-нибудь сожалеть об этом. Может быть, только кое-какие вещи нужно было бы по-другому сделать. Но когда ты приехал, тебя в институт без проблем взяли, ты поступил? Да, абсолютно без проблем. Испанский не забыл? Нет, не забыл, к счастью. 8 лет я жил в России, с сестрой всегда на испанском разговаривали. Мы с ней никогда не приучились разговаривать на русском. С мамой, да, я на русском разговариваю, но с сестрой всегда на испанском общались. С папой моим тоже у нас постоянно было общение. Я вручную письма писал и отправлял, и ждал 3 месяца ответа. Потом пришла эра интернета, звонки, так что было попроще, но, к счастью, испанский не забыл. Но я могу сказать с уверенностью, что когда я вернулся в Гондурас в возрасте 17 лет, испанский у меня был очень слабый, потому что я уехал в 4 классе. То есть грамматика особо у меня не была очень хорошая, но пришлось подучить здесь, и сегодняшний день это не проблема. У меня испанский язык очень хороший, считаю я. Окей, так ты по специальности кто в итоге? Институт закончил какой? Я поступил... Сначала мне пришлось полгода подождать, чтобы мои оценки здесь признали. В Министерстве образования Гондураса пришлось мне процесс один провести. Потом я поступил в наш национальный университет УНА. И сначала была идея учиться тоже на химический факультет, но уже находясь здесь, я думаю, я признал, что все-таки точные науки в России намного сильнее.
Скорее всего, лучше я выберу какую-нибудь другую профессию, которая более подходит к нашему округу. И я решил учиться на финансиста. Так что я поступил на факультет, финансовый факультет, и закончил его в 2014 году. И в сегодняшний день я работаю в банке, 10 лет спустя уже на той же работе. Я очень доволен, очень люблю работу свою. То есть любишь считать деньги? Ну, деньги мы не считаем, но мы принимаем решение по поводу, кому дать денежки, чтобы они считали их. Ты там кем являешься в банке? Сейчас я работаю в отделе, который анализируем кредиты больших предприятий. Так что, на самом деле, очень интересная работа. Это мне позволяет познать большие компании, познать, как они образуются, как они, успех какой у них. Иногда делаем поездки вокруг страны, посещать клиентов. Так что, на самом деле, очень интересная работа. Я люблю свою работу. Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. Помимо гондурасцев, тут много иностранцев вообще вот работает в компаниях? Я бы не сказал, на самом деле. В Гондурасе, я думаю, процент иностранцев, которые живут здесь, должен быть маленький по сравнению процентов гондурасцев, которые живут за границей. Да? То есть знаком, наверное, с очень мало людьми, знаком с людьми, которые довелось им жить за границей, знаком пару людей, которые приезжали сюда гулять, но жить в Гондурасе иностранцев, я думаю, не так много. Ну, есть. Не так, ну, можно встретить, да, однозначно можно А встретить. что их притягивает сюда? Хороший вопрос, что притягивает людей, иностранцев в Гондурас. Но я думаю... Кофе? Кофе однозначно должно быть у нас очень хороший кофе, качество. Даже по мировым стандартам, насколько я знаю, я не могу прям точно сказать, но гондурасский кофе пользуется хорошим спросом. Качество наше и производство кофе для размера нашей страны очень хорошее производство. Но я думаю, если ты меня спросишь, я могу сказать лично, что меня привлекает больше из Гондураса, и климат одно из первых дел. Я очень люблю тропик, я очень люблю теплые страны, люди. На самом деле гондурасцы такие дружелюбный народ, я думаю, по крайней мере, на мой взгляд, очень легко сделать друзей, хороших друзей. Ну и лично для меня образ жизни, стиль жизни, который я себе веду. Он медленный. Расслабленный, я бы сказал, когда позволительно, но когда нужно напрячь дела, то приходится, и мы выполняем все дело. Я знаком с одной фразой в России, он говорит, как связано с Гондурасом. И ту страну называли Гондурасом? Это одна, но есть другая, которая лучше колымец в Гондурасе, чем гондурасец в Колыме. Не знаю, если ты слышал такую фразу, но это именно связано с тем, что если ты очень хорошо работаешь в Гондурасе, лучше, чем... На Колыме. Лучше, чем гондурасец в Колыме, потому что гондурасцы мы очень расслабленный народ, наверное, я думаю, если так можно выразиться. То, я думаю, иметь успех в Гондурасе как-то проще, чем в других странах, как, например, России. Мне лично такое мнение, по крайней мере, о собственной стране и о России. Мало то, что я помню и хорошо знаю о ней. То есть, и как-никак проще или есть больше возможностей в таких странах, которые на пути развития, да, в некоторых областях жизни, наверное. Ты сказал, что вот добрый народ, правильно? В Гондурасе. Это мое личное мнение, но я... Откуда здесь преступность? У доброго народа.
Ну, как-никак, преступность, она, наверное, во всех странах можно найти преступность, да, и однозначно... Ну, Гондурас именно называют очень криминальной страной все-таки. К сожалению, это такое мнение, которое очень сильно слышно за границей о нашей стране. Я думаю, что оно может и не так далеко от реальности, но, я думаю, не так близко, как мы при себе представляем о ней. Во-первых, я думаю, связано с тем, что Гондурас бедная страна. Да, во-первых... А с чем это связано? Коррупция или что? Коррупция должна быть одной из самых главных влияний на это имеет. Я бы сказал вообще, если далеко-далеко уйти, то когда испанцы приехали в наш регион, мы знаем уже историю, что обокрали все наши богатства культурные, не только, и, говоря о там, прелестях, камни, золото, а культурные тоже. Но уже после этого, да, 17-18 век, там уже, скорее всего, начинается как раз та стадия, которая делает нашу страну то, что она есть сегодня. И я думаю, да, коррупция – это должно быть самое главное. Коррупция связана тоже с трафиком наркотиков, которые, к сожалению, местонахождение Гондураса такое идеальное место, да, путь, который ведет из Южной Америки на Северную США именно. Через Гондурас пройти – это самый идеальный пункт, наверное, да? Ну окей, ну подожди, но есть же помимо Гондураса еще другие страны, тот же Никарагуа, там Есть, Сальвадор, Гватемала. А там уже вот как раз коррупция, наверное. Да, но там как-то про преступность не так сильно сказано, чем про Гондурас. Почему? Да, на самом деле... Через них же так тоже сильно. наркотики проходят. Я думаю, через Гондурас проходит намного больше наркотиков. Я не могу тоже именно дословно, так, лично я сам не знаком, но насколько по воспоминанию и то, что история наша немного об этом говорит, то однозначно Гондурас больше процент наркотиков, которые из Южной Америки проходит на север, больше процент проходит через Гондурас. Я не могу цифрами доказать это, но, насколько я понимаю, намного больше. И, вот, например, Никарагуа, да, я думаю, там каким-то образом народ смог бороться намного лучше с преступностью, чем в нашей стране, к сожалению. К сожалению, для нас. Ну вот смотри, ты просто сказал, что испанцы обокрали, раздели Гондурас и так далее. Но и вот переход был, вообще Гондурас, он был в составе Мексиканской империи. Когда испанцы по факту ушли, то есть была Мексиканская империя, которая там доходила до Коста-Рики, заканчивалась. Захватывала юг США и там до Коста-Рики, все суммарно. Определенное количество лет это так продержалось, скажем так. Да. И отсюда у меня возникает вопрос. Вот, цивилизация, которая майя, больше найдет от Мексики, да, все-таки, потому что в Мексике очень много пирамид, археологических комплексов майя. Насколько Гондурас помнит вообще вот эту историю, да, прошлой цивилизации, насколько как бы у них отношение к майя на сегодняшний день? Не могу, наверное, точно сказать, насколько помним или влияет на наше сегодняшнее будущее. Я думаю, есть у нас парк очень красивый, да, руины археологические, но как-никак очень маленькое это пространство, а большинство, наверное, потерялось у нас со временем. Я думаю, на сегодняшний день влияние какое-нибудь очень маленькое от этого есть. И туризм, может быть, есть немножко от этого, тоже не могу сказать, насколько, но если ты в Гондурас приедешь, однозначно должен посетить это местонахождение, очень красивое, но да, к сожалению, не так хорошо развито, как в Мексике, как в Гватемале и в Коста-Рике, например. Вот
не хватает нам развития вот этого типа туризма, но тоже связано, наверное, с тем, что не такое большое количество у нас от этого осталось по сравнению с такими странами, как Мексика. Нет, ну даже с точки зрения археологических комплексов, если взять, Мексика их реставрирует. То есть они Да. их постоянно реставрируют, за ними следят и так далее. Есть развитие однозначно. Гватемала тоже. Ну а вот в Гондурасе, по факту, кроме Капана, никто ничего дальше не роет. Хотя они есть, эти места. Есть маленькие находки, которые делали в одном департаменте, который называется Gracias a Dios. Я не знаю, пару лет назад видел новость, что нашли потерянный город один, и раскопки там некоторые артефакты находили. То есть, наверное, можно найти, но я не думаю, что оно такое большое или так распространено, как в Мексике, как ты говоришь, в Гватемале. И в этих странах однозначно, наверное, есть сильная работа по поводу восстановления. Ну, даже Белиз. Хотя страна небольшая, Белиз, да, но там тоже они привлекают туризм за счет пирамид майя. Да, однозначно, нам не хватает привлекать туризм с этой точки зрения. Вот именно это. Есть другой, конечно, туризм такой привлекательный в Гондурасе, но майя, наверное, не самый главный. Окей, если туризм не основная отрасль Гондураса, какие основные отрасли Гондураса с точки зрения вообще экономики? Ну, туризм есть, конечно, маленький. У нас очень красивая природа. Пляжи красивейшие, острова, которые у нас... 2 острова. Утила и Роатан. 3, на самом деле, их. Там еще 3 есть, который называется Гуанага. Они привлекательные. Если ты поедешь в Роатан, то там точно найдешь очень много иностранцев. Так они только на острове сидят. Кому бы не хотелось сидеть в таком райском месте, потому что вода красивейшая, пляжи белые. Это очень привлекательно. Я сам, как гондурасец, много раз был на этом острове, и если бы мне дали возможность, то я бы, наверное, там жил. И то есть небольшая часть туризма, но не могу сказать, наверное, что именно может привлечь иностранцев в Гондурасе. Помимо туризма, не знаю, наверное, подожди, только работа. Какие отрасли? Ты сказал кофе, да? Окей, туризм вообще минимальный, если он есть. А еще какие отрасли, не знаю, там полезные ископаемые, нефть, что есть вообще? Нет, полезных ископаемых нет у нас таких, чтобы привлекать иностранцев. Нефть, я думаю, тоже нет, не настолько. Если Золото. есть где-нибудь... Золото тоже, не знаю, сомневаюсь. Я, честно слово, не уверен на 100%, но... То есть, а от чего получает по факту Гондурас? То есть, она ничего не экспортирует, кроме кофе? Нет, конечно, мы экспортируем кофе, бананы очень экспортируются. Есть много фруктов, овощей. У нас развито, как это называется? Сельское хозяйство. Но это вы экспортируете в ближайшие страны или также в Европу куда-то? Есть в Европу, я знаю, есть в Китае, есть в США очень много. Я помню, в университете делал работу по растению одному, который мы, например, гондурасцы не потребляем, но в США покупает, наверное, 90%. Окра называется на испанском растение одно. К сожалению, мы экспортируем материи, которые потом пользуются, чтобы делать оконченный продукт какой-нибудь, и потом нам приходится покупать. То есть я думаю, однозначно в Гондурасе не настолько развита промышленность. Есть ресурсы, да, но нет промышленности такой особо развитой. А иностранные компании не заходят на ваши земли какую-то промышленность открывать? Есть, насколько я знаю, очень большая развита, например, я не знаю на русском слово, на испанском макила. Это который производит ткани для... Это китайцы? На большинство они из Северной Америки, США, Канада. Я знаю, у нас производят в Гондурасе продукты для Nike, Under Armour, такие вот Fruit of the Loom. Есть промышленность, но, к сожалению,
гондурасцы эксплуатированы в этой области, да, то есть иностранцы приходят здесь, нам минимальную зарплату выдают, и потом продукты увозят туда и продают намного дороже, то есть в этом плане, да, не хватает развития этого. Раскрой тему преступности. Ты просто сказал, да, есть. А как вообще, может, какой-то опыт личный был? К сожалению, да, у меня много личных опытов было, но, к счастью моему, связь или опыт, который у меня был с преступностью, малая преступность, которая связана с людьми, которые ежедневно, там, наверное, ищут у кого обокрасть что-нибудь, чтобы выжить день за день. У меня в свои времена, когда я постоянно передвигался там, в университет или там, на тренировки свои в свое время, пару раз. А как это происходило пару раз? То есть тебе приходят с ножом, с пистолетом, как это? По-разному было. И с ножом, было с пистолетом, прям в 9, в 10 утра, в 11, в 3 часа. То есть ты идешь по улице, так бах, из подворотни с ножом, да? Не знаю, откуда кто-то подходит и... Они тебя ждут там или как? Может быть, ждут, может быть, ищут кого-нибудь, не знаю. Но было такое дело давным-давно. Я думаю, последний раз вообще меня обокрали на улице в возрасте 22-3 лет, когда я еще студент был, когда я еще пешком передвигался. Наш район был немножко больше опаснее, чем сегодняшний день. Насколько я знаю, да, преступность, которой я был жертвой, да, но это такая малая преступность. То есть они что, хотят деньги, телефон и все? Да, твои принадлежности. Или вещи тоже? Вещи. Один раз меня без кроссовок отправили домой. Был у меня наручные часы. После того, как меня украли, я их больше ни разу не надевал. Была цепочка у меня одна. То есть, да, пришлось учиться, то, что на улице нужно ходить минимально. Скромно, да. Но я думаю, раньше, лет 15 назад, это было намного сильнее, чем сегодняшний день. На сегодняшний день изменилось, что полиция стала лучше работать или как? Почему? Я не думаю, что полиция стала лучше работать, если меня спросишь, но я думаю, что, по крайней мере, в моем круге моих друзей, моих знакомых, либо мы отделились от этой части населения, которые жертвы постоянные, и к тому же некоторые зоны города стали намного безопаснее. То есть частные дворы стали. Да, частная охрана как-никак все-таки работает. В таких областях преступности, да, есть некоторые, в которых частная охрана не поможет. Вы за границей, все незнакомо, все чужое, и вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. Ну, ты вот еще рассказывал, Сан-Педро был самый вообще криминальный, да, город? Да, по крайней мере, было одно время, которое в новостях очень часто можно было слышать, что Сан-Педро-Сула один из самых опасных городов. То есть там даже убийства были? Да, было убийство. То есть там статистика, количество смертей на население, да, или на каждые 1000 людей, смерти, связанные с преступностью, было довольно-таки высокое. Повторяю, 15-20 лет назад это было очень сильно, но на сегодняшний день мы можем найти информацию, что город, по крайней мере, намного спокойнее. Да. Но если город спокойнее, все-таки кто в этом помог? Полиция или правительство? Почему изменилось? Или преступники ушли в другие регионы? Возможность преступников меньше стало, город намного развит. Не только Сан-Педро-Сула, вообще большинство городов стало намного развитее.
Но лично я не очень хорошо знаком с Сан-Педро-Сула, да, именно вот что связано с уменьшением преступности, но могу сказать, что город очень отличается от этого же города 15 лет назад. Сан-Педро-Сула растет очень сильно, там очень развита промышленность. Мы называем нашу Сан-Педро-Сула Молодежный город, мне говорят. молодежный, и я бы сказал тоже промышленная столица нашей страны. Там можно найти самые большие компании, и они помогают развитию города. И я думаю, это тоже связано с уменьшением преступности. А почему молодежный город называют? Не знаю, наверное, там нам должно быть намного больше молодых людей. Ну, это в действительности так, или это просто слухи? Я лично не могу сказать. Я был в Сан-Педро-Суле, я обычно приезжаю или там по работе бываю 1 ночь, 2 ночи максимум. Но много людей, у меня много друзей уезжали в Сан-Педро-Суле, потому что там больше возможностей работы особенно, и красивый город Сан-Педро-Сула, на самом деле очень красивый, развивается очень хорошим путем. Единственное, там жарко, очень жарко. Это однозначно не самое. Я лично не приехал туда. И единственный мотив – жара. Там очень жарко. Про работу ты вот начал говорить. На работу вот тебе тяжело было вообще после института устроиться? Или ты закончил, все, на автомате работу нашел? То есть как вообще с работы поиски, чтобы найти себе квалифицированную работу? Я думаю, найти работу профессионалу во многих местах не очень просто. Да, не только в Гондурасе, а вообще. Но, да, к сожалению, мне пришлось где-то год искать активно работу, связанную с моей профессией. Я полгода уже работал в компании, связанной с сервисом, благодаря тому, что я знаю английский язык. Так что есть возможность найти, наверное, по крайней мере, такую проходную работу, я бы назвал ее, если перевести. Но потом, да, со временем позволилось мне найти работу в своей области, и я в этом году как раз исполнилось мне 10 лет на работе в банке своем. И сколько зарплата в твоей области? Я не знаю, могу ли я говорить об этом. Ты скажи среднюю зарплату вообще по Гондурасу, по Тегусикальпе, по крайней мере, какая? Средняя я бы не знаю, знаешь, то есть я думаю, в Гондурасе, по крайней мере, в Тегусикальпе именно есть большие отличия. От и до. Минимальная зарплата у нас должна быть где-то вот $500. Среднего менеджера такой, да? Менеджер, не знаю, там в магазине, менеджер. Я думаю, должны зарабатывать где-то $800 минимальные, там в этом порядке. 700-800 и вверх. И хватает это? В зависимости от какие у тебя нужды, в зависимости от какие у тебя ответственности, да, то есть если я один человек, который должен прожить, прокормить себя, одеть и на крышу под головой, то да, скорее всего. Но тут и аренда-то не дешевая, даже снять, если на месяц как бы апартаменты, это 800 ты заплатишь. В зависимости от местонахождения, то есть я думаю, ты можешь как иностранец прийти, и тебе посоветуют самые лучшие районы, наверное, там, где самая дорогая аренда, но я знаком, я знаю, как местный человек, места, в которых можно, то есть поменьше заплатить, но все это будет тоже связано с местонахождением в точке города, скорее всего, и красиво, некрасиво можно назвать, да, может быть, в некоторых местах немножко опаснее тоже, то есть все это тоже... Что заработаешь, что потом и украдут. Ну, надеюсь, не все, что ты заработаешь, тогда украдут. смысл в этот район заселяться. Думаешь, сэкономишь там на жилье, начнешь жить и будешь выходить из дома, тебя будут обворовывать каждое утро. Я не думаю, что прям так каждый день или обязательно тебя могут обворовать. Но именно в тот момент, когда зарплату получил, да? Идешь домой с зарплатой, бах, и все. Лучше не заходить с зарплаты, однозначно. Для этого есть электронные способы оплаты. И они не подходят с терминалом? Так, вот терминал, давай карточку вставляй. Ну, к счастью, я думаю, у нас еще такого нету. У меня рассказывали такие эти штуки. Я не помню, в какой стране, врать не буду, в Южной Америке, кажется. Подходят парни с терминалом, с ножом, с терминалом, говорит, это... Нет, сначала наоборот, говорит, деньги давай. Он говорит, денег нет, у меня карточка. Не проблема, терминал вытаскивает, вот, суй. Подготовленный. Я единственное слышал, что они могут тебя, например, заставить к автомату подойти, и чтобы ты снял
карточки есть, да, Ага. то есть там уже намного такая ситуация намного неприятнее должна быть, чтобы сопроводить тебя именно, да, чтобы обкрасть. Но, по крайней мере, знакомых я никого не знаю, чтобы у меня было, друзей, к счастью. То есть, может быть, есть, но она должна быть минимальная. Как вообще здесь с медициной? Насколько здесь качественно, некачественно? Тем более ты жил в России, у тебя есть с чем сравнить, как ты считаешь? О, нет, а, к сожалению, вот то, что имеется в виду со здоровьем, с медициной, Россия очень хорошо в этом плане. По крайней мере, то, что я помню. Я жил 8 лет там назад, то есть 8 лет прожил, и я помню, что у меня всегда было... Я не болел ничем, к счастью. То есть мне не приходилось часто ходить к врачу. Я единственно ходил к своим там экзаменам, например, когда в лагере ходил, помню. Доступно в России, да. В Гондурасе, к сожалению, у нас нет такого. Я помню, в России, в зависимости от местонахождения, ты уже прописан и в одной больнице, и в одной школе. Публичная, да, то есть это благо, наверное, Советского Союза все-таки, да. А, к сожалению, в Гондурасе нет. У нас есть, конечно, публичные больницы, но... Ну, там бесплатно примут? Примут бесплатно. На большой очереди, да? Очередь большая, и то, что часто я знаю, у меня очень близкие друзья, которые врачи, рассказывали, что не всегда можешь найти все, что нужно. Очередь большая, и, к сожалению, вот условия, в которых находится госпиталь, по крайней мере, в Тегусигалпе, один из самых худших, наверное, к сожалению. Но если частные, да, больницы, то там уже другая история. Ну, а скорую помощь ты можешь вызвать вот бесплатно себе, как в России, или нет? Я думаю, ты можешь. Я не знаю, честно слово, меня ни разу, к счастью, не приходилось вызывать. Приедут, и через сколько приедут? Да, может быть, не так быстро приедут, как частные. Может быть, и приедут частные. Честно слово, я в этой части не очень хорошо знаком. То есть не обращаешься? Хорошее здоровье. Я думаю, надо гордиться этому. И надеюсь, не скоро придется, если когда-нибудь не вызвать ее. Но я думаю, что да. Есть, наверное, тоже внутри частной медицины найти способ оплатить, наверное, или вызвать скорую в зависимости от местонахождения. Есть вообще какая-то социальная помощь населению или нет? Социальная помощь как такова, имеешь в виду, как, например, в США, я знаю, да? Ну, в России даже есть, да, там материнский капитал, там ребенка родил, там декретный и так далее. Здесь вообще что-то есть такое? Насколько я тоже знаю, нет. Нет, по крайней мере, декрет есть, но он очень короткий, да, для матери ребенка, которая... 90 дней? Он 80 дней, да, 40 до рождения и 40 после рождения. Что еще спросил по поводу... Ну, социальная поддержка, допустим, социальная поддержка... бедному населению, да, какому-то, который не работает, их как-то поддерживает вообще правительство? Насколько я знаю, нет особых, по крайней мере, если она есть, то она должна быть очень минимальная. Я не думаю, что социальная поддержка такая... Ну, если социальной поддержки нет, наверняка из-за этого они тоже выходят и грабят. Должно То есть, если в России какая-то есть социальная поддержка, минимальная хотя бы, да, она как-то удерживает те слои, чтобы они, ну, не выходили на улицу грабить, да? Чтобы им достаточно было, чтобы найти на работу? Наверное, нет. У нас, по крайней мере, я не знаком ни с кем, которые пользуются социальными помощью какие-нибудь. То есть я знаю, что государство выдает какие-то помощи, да, например, вот у нас недавно сильные дожди были, и много людей пострадало, им помогают до какой-то степени, но не такая помощь, которой прям ты скажешь «вау». Как выйти из этой ситуации? Какое количество русскоговорящих вообще в Гондурасе? Насколько я знаю, очень маленькое количество. Ну, примерно от и до. Сколько? Я бы сказал, по крайней мере, в Тегусигалпе, да, это город, в котором я живу, и в связи с тем, что моя мама русская, мне пришлось познакомиться, я познакомился с многими русскоговорящими. Во-первых, люди, которые учились в России, и так же, как мой отец, поженились или привезли с собой жену. То есть, и насколько я знаю, человек, наверное, от 100 до 200, может быть,
русскоговорящих. То есть русских должно быть мало, меньше 100 однозначно. Но русскоговорящих, таких как мой отец, например, может быть больше 100, 200, не знаю, 300, если придумать какую-нибудь цифру. Но на сегодняшний день Гондурас с Россией сотрудничает вот по обучению, то есть отправляются гондурасовцы на обучение в Россию? Я знаю, что есть гондурасцы, которые уезжают. По сегодняшний день? На сегодняшний день, да, я лично знаком с парой людей, которые уехали. Меня даже удивляет, что гондурасец уезжает, например, в Россию учиться, потому что это такая далекая страна, большой барьер языка. Менталитет другой, вообще все другое. Климат, язык, местонахождение, я думаю, далеко. Россия не самая привлекательная страна для гондурасцев, но я знаю, что есть люди, которые уезжали и принимали свое обучение. Не знаю я, насколько там есть именно отношения между государствами, да, чтобы... Но они бесплатно до сих пор, кажется, учатся. Ну, не знаю. Честно, я знаком с людьми, которые уезжали, но я по этому поводу не знаю, если бесплатно, не бесплатно. То есть, скорее всего, да, обучение должно быть бесплатное, но не так просто все-таки уехать в другую страну и учиться тоже. Даже если у тебя бесплатное обучение. Все-таки какие-то затраты должны быть однозначно. А какая вообще вера у гондурасцев? Вера у нас, по крайней мере, насколько тоже мое ощущение по этому поводу, у нас сильное... Ну, какая? Католическая или... Христианство и католическое. Обе хорошо развиты. Я думаю, половина населения, которые религиозные христиане, половина католические. А ты во что веришь? Я и верю в единственного Бога, наверное, в одного, который существует и не связан с религией какой-нибудь. А что это такое? Создатель всего, наверное, если есть такой... Ну, ты как его видишь? И почему это тебе пришла такая мысль? Тебя крестили в детстве? Нет, к сожалению, или к счастью, не знаю, мои родители меня не исповедовали какую-то религию, и я вырос таким образом, что нет у меня какой-то склонности к какой-то религии. Я посетил в какое-то свое время своей жизни и посещал каждое воскресенье церковь, но со временем я все-таки осуждал немножко и пришел к выводу, что, по крайней мере, мне лично не нужно. То есть вера тебе не помогает? Я не хочу звучать так грубо на самом деле, да? Ну, как ты чувствуешь? Ну да, мне лично мне на сегодняшний день, я думаю, вера помогает, наверное, в таких моментах, которые ты хочешь, чтобы она помогла на самом деле. Если это есть в этой пользе, я уверен, что в этом есть какая-то, должна быть польза, да, то есть, но мне лично в моей жизни до сегодняшний день, я надеюсь, что это не поменяется. Ты слышал историю такую, плывет корабль с моряками, и там, ну, возьмем так, 40% верующих, 30% там неверующих, и 30% там, так, атеисты. Непонятно, туда или сюда. И когда корабль начинает в шторм попадает, начинает крушение, там тонуть, становятся все верующими. Но потом корабль этот спасают, то есть все, к земле они причалили, и остается все то же самое, как они выплывали. Ну, то есть к тому, что когда все хорошо, про веру никто не вспоминает. А когда человек находится на грани там, смерти, какой-то, ну, сильной болезни, да, какой-то там, то все начинают верить. С чем это связано, как ты считаешь? С чем связано? Ну, наверное, с тем, что все-таки неизбежность, то, что мы не знаем, то, что произойдет после смерти, может быть, как-никак, наверное, поможет. То есть в тебе можно родить веру в такой ситуации? Я очень надеюсь, что до такой ситуации не дойдет. И если я стану верующим, то это не будет благодаря этой ситуации, да? Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан 17. Здесь не просто ответы.
Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. В свое время, как я говорю, я постарался. Мне привлекло в какой-то момент тем, что люди, как подход, который привозит религия к каким-то частям твоей жизни, да, например, я могу лично сказать, что в какой-то момент, благодаря, наверное, вере, я смог перенести большую обиду, которая у меня была в своей жизни, но я думаю, что это просто был подход, который привез меня к этому выводу, но не благодаря именно вере. То есть я не хочу звучать грубо в этом плане, но на самом деле, да, я не очень религиозный человек. И к тому же я вижу очень много церквей, которые пользуются этим, то есть фанатизмом некоторым, да? Делают деньги даже. И делают деньги, да, к сожалению, очень против этого, Не, на но самом деле. суть не в религии. Заметь, я тебе слово «религия» вообще не сказал. Суть не в том, что религия, церковь, да, а суть в том, в твоей вере. Ну, то есть во что ты по факту в своей жизни веришь. То есть ты сказал, что вот я верю в Творца, да. Но как ты это дальше видишь, вот помимо того, что, да, существует какой-то Творец, и что вообще происходит помимо этого всего в твоем видении? Потому что ты так эту картинку видишь. Да. То есть я верю в такого Творца, как ты говоришь, Создателя всего, и я думаю, что все остальное, что происходит в моей жизни, отделено от Него. То есть он... То есть он никак не влияет, не помогает, не делает ни лучше, ни хуже тебе? Нет, я в это не верю, да, к сожалению. И тоже я надеюсь, как ты говорил, что если ситуация придет, в которой я буду там на краю смерти, я не знаю, надеюсь, не дойти до этого момента, чтобы начать верить, иметь большую веру, да, во что-нибудь. Это сложный вопрос на самом деле. Я не очень подготовлен, чтобы ответить на него и задуматься об этом. Но я уверен, потому что я видел в каких-то людях, я знаком, у меня есть родственники, может быть, даже знакомые, друзья, которые улучшили свою жизнь благодаря вере. Пришли к какому-нибудь выводу в своей жизни и нашли помощь вере, чтобы отделиться от таких негативных вещей. То есть тоже я говорю в своей собственной жизни, в своем собственном опыте, что, надеюсь, от этого не будет зависеть от успеха или неуспеха в моей жизни, от того, что я буду хорошим или плохим человеком, или простит меня жизнь от какой-то ситуации негативной или нет, это отделено. Поэтому, то есть, моя вера абстрактная такая. А сама страна Гондурас, как ты считаешь, вот суммарно, по общему количеству населения, можно назвать страну верующей? Можно однозначно. У нас церковь как-никак очень, думаю, влияет на образ жизни, ежедневный образ жизни. И даже если сравнить с Россией, то есть, насколько я помню, тоже я ведь уехал маленьким, но если ты меня спросишь, я помню, что в Гондурасе намного больше верующих, именно религиозных людей, которые постоянно и в церковь ходят. Это ты хочешь пример привести, что это из бедных слоев населения? Нет, не обязательно. Нет, кстати, очень даже против этого, наоборот, можно даже сказать, от этого не зависит от твоей экономической ситуации, думаю я. Это уже больше связано с твоим, как сказать, домашним обучением или то, что родители придают. То есть у нас, на самом деле, люди более религиозные, не знаю, если верующие более, но однозначно более религиозные. Ты можешь проехать, например, в любой части нашей страны, и ты больше одной церкви можешь найти даже в самых маленьких городках, до самых больших. Есть у нас церкви большие, есть церкви маленькие, есть разные. То есть я думаю, намного более...
не промышленность, а то, что вот церковь намного больше влияет на образ жизни нашей. Хотел бы вернуться в Россию? Скучаешь? Скучаю однозначно, очень хочу... Ну, ты же видишь, в футболке России сидишь. Значит, скучаешь. Очень скучаю. Если ты меня спросишь, очень давным-давно хочу снова посетить, по крайней мере, в городах, в которых я был. Мне бы хотелось встретиться с друзьями, которые я помню, пройти снова про места, в которых я находился, увидеть перемены. То есть благодаря тому, что моя мама и сестра живут в России, я часто слышу новости, часто вижу, они мне рассказывают. Я уверен, что в тех же городах, в которых я был, изменилось очень сильно. То есть хочется вернуться однозначно. Я скучаю по некоторым продуктам. Некоторые... Всегда, когда с мамой видишь, я ее прошу копченую рыбу. Я очень люблю и грибы, наверное, такие. А здесь нет грибов? Таких, как в России, нет, однозначно. Я помню, моя бабушка прям... мама моя делает это, она ходит в лес, собирает грибы и делает консервы. То есть ну да, а здесь в лесах таких у нету нас грибов. нет. У нас такого не едят. То есть я знаю, что это связано с тем, что там зима суровая, и продукты на зиму нужно приготовить много месяцев назад. У нас, к счастью, тропик такой, что продукты можно найти круглый год все свежие. Ну окей, но сами грибы в лесах у вас растут? Есть, наверное, но намного меньшее количество, чем в России. То есть я помню, у нас консервы были 5-6 разных грибов. Здесь обычно только шампиньоны знаем, и есть некоторые 2-3 как больше, но они не очень пользуются большим спросом, так как в России. Твои минусы Гондураса, что здесь тебе не нравится? Что мне не нравится? Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы страна была намного развитее. То есть она отстает сильно? К сожалению, да. Мы зависим до какой-то степени от других стран, к сожалению. Даже если бы у нас была возможность развиться до какой-то степени, я думаю, есть потенциал, но, к сожалению, тоже возвращаемся к этому, что коррупция, может быть, влияет, чтобы была намного свободнее страна в этом плане, да. А большой минус, я думаю, политика наша далеко не самая лучшая, к сожалению. Вот у нас сейчас как раз через 1 месяц будут выборы президентские. Я думаю, за все годы моей жизни здесь ни разу не было такого разделения мнений. То есть там покупные выборы, да? Не знаю, на самом деле. Было в свое время момент, когда говорили, что выборы были не самые прозрачные, так сказать. Сейчас я не знаю, как будет на самом деле, но однозначно демократическую систему можно улучшить в нашей стране. Но я не знаю, если это тоже будет решение проблем, да, ведь мы же выбираем из того, что у нас есть. Так что, чтобы улучшить тоже, наверное, тоже нужно улучшить процент образования, который людей у нас очень низкий, к сожалению. Но это тоже связано с тем, что кто может себе позволить образование, кто не может. Что еще можно улучшить? Однозначно, наверное... Медицина, ты сказал. Медицина, далеко. У нас очень хорошие врачи, насколько я знаю. То есть образование, которое они получают, даже практическое образование у врачей у нас очень рано начинается. Даже в развитых странах, например, может быть, ученики не видят пациента реального. Да? У нас в стране в связи с нашими недостатками студент может даже, наверное, принять настоящего пациента. Так что развить медицину, образование, безопасность, транспорт городской, я думаю, тоже можно было бы улучшить у нас. К сожалению, в нашем городе Тегусигалпе публичный транспорт очень не развит. И это могло бы помочь однозначно. Ну, ты назвал больше 3 даже.
Скажи, а вот ты бы рекомендовал вообще русскоговорящим Гондурас с точки зрения проживания? Или только туризм? Приехали, уехали, покупались? Смогут ли они здесь как-то адаптироваться, найти работу? Я думаю, зависит от тебя, человека, который что-то ищет, наверное, если он хочет уехать в другую страну. Могу сказать, посоветовать, не посоветовать, я бы сказал, если ты приезжаешь, и ты подготовленный человек, образованный, у тебя есть профессия какая-нибудь, однозначно в Гондурасе можно найти способ эксплуатировать свои знания. Да? У нас недохваток может быть профессионалов, так что если ты приезжаешь, и ты там химик, физик, например, биолог, можно найти. Я не знаю, насколько просто, непросто, но можно найти. И можно даже найти очень хорошую работу в некоторых местах страны. Я не могу сказать, что прям приглашаю, чтобы свою, как сказать, adventure, приключение сделать, да, в Гондурас. Но если тебя жизнь заставит приехать в Гондурас, можно найти однозначно способ выживания. К тому же, как я раньше говорил, то, что вот наша страна до какой-то степени на пути развития, как называют, да, то есть все известно, пойти в прошлое и по прошлому уже делать. Можно найти, да, и способ, чтобы развить что-то большее. Кстати говоря, вот по поводу моей работы я очень хорошо знаком с тем, что большинство людей, которые приехали, которые имеют большие там предприятия, в конечном итоге они иностранцы, потому что они, наверное, копировали какую-то там систему, которая очень хорошо работала в своей стране, и в нашей стране есть возможность развить, потому что до какой-то степени до них никто этим не занимался. Я думаю, в любой стране можно найти способ выживания или работы, да, но в Гондурасе однозначно, да, они есть эти возможности. Но там уже будет зависимость однозначно от конкретно какой у тебя профессии, в чем ты хочешь развиться. И в то же время можно насладиться пляжем, климатом, фрукты наши. И не только пляжи. У нас, кстати, природа на материке тоже очень красивая есть. Очень красивые горы, реки такие. Водопады тоже. Нет, однозначно у нас... Я думаю, наша страна самая близкая, можно сравнить, Коста-Рика, например. Ну, смотри, Гондурас – это же по факту сердце Центральной Америки. То есть в центре. Плюс Гондурас даже, скажем так, зафиксировал на своем флаге 5 звезд, да, минуя и лично свои интересы, да, а во благо вот остальных стран, что вот мы вместе, да. То есть если каждая страна в своем флаге фиксировала именно про себя, про свою личную страну, то Гондурас пошел другим путем. Не, однозначно. Я думаю, та идея, которая существовала много лет назад, объединение центральных стран Центральной Америки, на сегодняшний день, если бы не было таких больших различий, да, то есть мы сравниваем, например, Гондурас с другими странами, и я могу сказать, что да, есть соседи наших, которые намного развитее, но если бы было бы объединение, то, я думаю, Центральная Америка могла бы быть очень солидный такой союз, да. Местонахождение нашей страны на испанском привилегиado. Привилегия есть такое слово на русском, да? То есть местонахождение замечательное, климат прекрасный, земля очень такая благородная, да. Очень много плюсов у нас, однозначно. К сожалению, я думаю, человеческий фактор больше всего влияет на то, чтобы Гондурас не был такой развитой страной, как могло бы быть. И мне бы хотелось бы когда-нибудь видеть в нашей стране. Я надеюсь, собственными глазами, может быть, увидеть улучшение, или если нет, то, по крайней мере, мои дети. Точно. В заключение. В чем смысл жизни? В чем смысл жизни? Ну, в моей личной жизни могу сказать... Ты себя говоришь. Да. В чем смысл моей жизни? Я думаю, есть много смыслов, думаю, но самое главное для меня, по крайней мере, наслаждаться каждым днем.
То есть я знаю, что моя жизнь не наслаждение каждый день, но я делаю все, что я делаю для того, чтобы в конечном итоге сесть и насладиться моментом. Я обожаю, например, компанию моих друзей, я люблю поездку на море, я люблю, например, домашнюю еду, то есть такие вещи, как простенькие, которые работаем мы каждый день для того, чтобы потом провести хороший какой момент, и для меня смысл жизни, по крайней мере, как можно чаще, как можно больше, как можно реже найти в такой ситуации, в которой я доволен всем тем, что вокруг меня происходит. Это очень сложно, это далеко не будет всегда так. То есть я знаю, что жизнь такая штука, что один день тебе очень хорошо, другой день может очень плохо, но чем чаще хороших дней, тем реже плохих дней, тем для этого будем работать, и в этом смысл, наверное. И потом еще нужно добавить передачу всего этого для следующего поколения. То есть у меня сейчас нет детей, но я думаю, что когда они у меня будут, они тоже придадут мне большой смысл моей жизни. Ты слышишь это? Это зов. Зов неизведанного континента, где улицы шепчут истории, а люди делятся тайнами своей жизни. Ты еще не задал свой вопрос? Оставь его в комментариях, и, может быть, именно ты станешь героем следующего выпуска. Подпишись, подключайся к голосу Латинской Америки.